Привет, привет! Сегодня календарный день номер 65. Вчера меня не было, вот день пропустил. Сегодня я буду пытаться удалить вот это вот что-то там, то, что у меня над головой. Попытаюсь вручную это сделать, чтобы не чесать чашкой, потому что жесть, пыль, ужас. Попробую вручную. Саша уже здесь домазала, и вот она здесь работает теперь, в этом углу, который мы поставили в первую очередь тогда. Сейчас поднимемся поближе к ней, посмотрим, чем она там занимается. В первую очередь поставим Сашу в угол. Ну вот я чуть-чуть демонтировал там. Вот новая дранка торчит. Вот так вот. Вот. Вот новая дранка. То есть, скорее всего, этот угол вывалился. И я подумал, ладно, возьму я чашку, буду что-то тут чашкой точить, болгаркой. Но, с другой стороны, мне нужна базовая какая-то плоскость, от чего-то отталкиваться, до чего-то доточить. А до чего? В общем, я поставил нивелир, промерил тут все, и получается, что вот это вот крайняя, как бы со стороны потолка, вот эта крайняя полка, поле вот это вот, толстенькая полка, разница правой стороны с левой в 35 миллиметров. То есть вот это опущено на 35 миллиметров ниже. Сейчас поднимемся поближе, я включу лазер и посмотрим. Я имел в виду вот эти вот части. Здесь и с той стороны, да? Вот, 35 миллиметров. Отбили линию здесь, чтобы посмотреть, как оно вообще. Вот. Вот так это выглядит. Но на самом деле тут три варианта развития. Делать как оно есть, делать правильно, но чтобы сделать правильно, то вот эту часть надо задрать тут на 3,5 сантиметра. Либо еще больше сбивать вот в ту сторону как-то. Не знаю. И третий вариант — это усреднять. Взять что-то среднее. То есть ту часть опустить чуть-чуть, а эту чуть-чуть как бы приподнять. И получится что-то как бы в среднем. Меня даже не нижняя часть интересует, вот этого вот карнизика. Там снизу, помните, такая маленькая загогулинка? Ну, маленькая тяжечка такая. Потому что я ею как угодно могу пройти. Но вот верхняя часть, вот именно вот эта часть карниза, вот эта, она как бы заметна будет. Вот, я думаю, обсудим с собственниками этот вопрос, как им тут хотелось бы, чтобы было. Мне бы проще, как бы оно как есть по факту, вот по линии отбивки, конечно. Но с другой стороны, я могу чуть-чуть усреднить. О, кстати, вот она, дранка новая. Вот. Вот новая дранка, вот она как выглядит. Она вообще сикость-накость там набита. Так что посмотрим, как вот вырулится вот в этой ситуации. Хорошо спасает то, что здесь вот арочка такая вот на окне. Было бы здесь ровно, то было бы четко заметно, что тут криво. Но на самом деле глазу это не видно особо. Глаз видит 2%. То есть больше 2%. Если разница меньше 2%, это не видно. То есть, грубо говоря, сантиметр на метре это незаметно. И на 10 метрах 10 сантиметров тоже. Как бы, не очень-то заметно, если нет каких-то других там привязок. Так что, чтобы как-то подобраться вот к этим плоскостям, вот сюда, я начну демонтировать вот эти вот остатки, вот тут, где уже убитый полностью вот этот карниз. Вот отсюда трещина, наверное, в ту сторону. Ну и там вот где-то вот там, где обрывается порезочка, вот в ту сторону, надо сдемонтировать верха. Хотя там можете остаться с той стороны, там неплохо все. Но это точно плохо, ну он плохо сам по себе, вот он. А здесь хорошо, а здесь плохо. Вот так, чтобы как-то вот подобраться сюда, вот как-то попробовать подлезть, посмотреть, что тут вообще происходит. Так, с половинку я одолел. Правда, пришлось это воспользоваться вот этим спецсредством вот таким вот. Ну, аккуратненько, по кусочку. А где не получалось по кусочку, вот по таким огромными кусками, в общем. И это цемент, ребята.
Я вот так одной рукой не подниму. Нет, цемент это. Вот. Серый такой. Что-то какой-то слабенькая марка цемента. Такая. Реально тяжелый. Ну вот, одной рукой там могу поднять. В общем, облегчение создали потолочку чуть-чуть. Вон как дранку набивали эти. ЖКХ «Строй». Вот как набивали дранку, вот те, кто это делал, ну, скорее всего, это что-то, какая-то коммунальная служба, да, вот. И вот можно посмотреть вот здесь, да, вот шаг дранки, параллельность, да, вот это дранка здорового человека, а вот это вот дранка ЖКХ «Строя», вот так как-то. Даже направление не соблюдали там. Ну, в общем, вот, видно там такая поляна, вот эта поляна вырезанная от угла, вот. Треугольничек такой. Вот. Треугольничек такой там. Вот. Ну, сейчас пойду направо, посмотрю, чего там справа. Я думаю, такое же. Я думаю, все такое же. И в том углу. День сегодня такой какой-то тухлый, но интересного очень много. Я вот по чуть-чуть, полигонечку, вот так, небольшими кусочками, вот так вот откладываю. Смотрите, что работают как досочки, да? Видно? Сантиметра полтора ход. Это еще больше. Я выяснил устройство, короче, этого потолка. Сейчас закончу работу и покажу вам, как это все на самом деле тут устроено. Очень странно. Но оно так работает. Закончил я вычищать. Надо еще дранку от раствора почистить. Когда сверху там делаешь, вроде все чисто. А, нет. Надо еще растворчик убрать между драночек там, чтобы чистенько было. В общем, вот. Так, хотел еще показать интересность. Вот этот маленький молдинг, да? Вот он. Вот он. А он гипсовый. О, он гипсовый. О, гладенький сзади. Вот здесь видно хорошо. Вот он. Вот. Он гипсовый. Не стали запариваться, вытягивать его вместе с карнизом, а вытянули его отдельно. Как бы и приклеили потом. Вот такой он легкий-легкий, ну как бы такой жидковатый гипсик, ну как бы. Ну-ка сломаю. Да, ломается. Ну, ему 100 лет. Больше 100 лет. Такая вот интересность, вот такой вот молдинг. Мы еще чуть позже вернемся вот к этой вчерашней задачке, там, задачке из прошлого видео. А сейчас про устройство потолка. Потолок этот устроен вот так. Там деревянные балки. Вот она. Вот деревянная балка. Вот там деревянная балка. И там в углу еще одна. Их 3 штуки. Вот здесь, где черная доска. Вот видите, черная доска такая проходит. Там проходит швеллер. Он идет вот от этой несущей стены. Здесь дощатая стена. И за ней комната и еще одна несущая стена. Швеллер проходит вот так. Эти короткие балочки втыкаются в этот швеллер. 3 штуки в этой комнате. Раз, два, 3. И дальше выходит 4 штуки. То есть они выходят вот так. Раз, два, 3, 4. Причем примечательно, что здесь доски, они просто висели на штукатурке. То есть они реально ходят. Они все тут ходили. Вообще, я не скажу, что прям все доски вот ходили, но многие ходили, потому что гвозди, они прибиты в дерево гвоздями, и гвозди, естественно, ослабились уже за такое время длительной эксплуатации. Я подтянул саморезами их. Теперь там ничего не ходит, но вот эти кончики, а вот балочка проходит вот здесь. То есть швеллер, и уже дальше вот здесь идет балка. Начинается там, и идет здесь. И вот эти концы, они так гуляют немного. Ну, думаю, штукатурку туда закинуть, и будет нормально. Как-то оно там и будет. Фиксировать эти, ну, как бы, нет смысла, наверное, особо там фиксировать. Оно так 100 лет простояло. И вот так стоит везде. Так. Вот. Я нарисовал схематичный рисунок, как происходит в этой части. Сейчас вам покажу. Но я вот не знаю, как туда дальше, чего там идет. Но вот то, что происходит здесь, мне понятно. Итак, несущие стены. Вот эта стена. У меня слева вот там окно. Вот дощатая наша стена. Как бы если от входа смотреть, она слева. Потом там за стенкой комната. И еще дальше уже идет еще одна несущая стена. Через нее проходит длинный двутавр.
В этот двутавр втыкаются вот эти балки, которые лежат вот на вот этой несущей стене. Вот здесь проходит вот эта черная доска. Расстояние там порядка 1,30 м, наверное, от стены до двутавра. И дальше идут 4 балки деревянных опять. В общем, вот это все дерево и это дерево. И где-то здесь еще, наверное, проходит еще один швеллер. Вот, и поэтому вот в этой области как раз этот швеллер, видимо, совершал движение колебательное, и в этой области все и вывалилось. Вот такое устройство. Ну, в общем, чего? Надо подкручивать, подтягивать эту дранку. Что делать с этой старой новой? Ну, вот с этой новой дранкой я не знаю пока. Может, она не будет мешать. Если будет, я ее, наверное, удалю. Может, ее сразу лучше удалить. Там надо будет вставить доску еще. Куда-то она пропала, эту стену штукатурили, куда-то она исчезла. Ну ладно. Ну и подтягивать надо саморезами, собственно. Вот там, где трещины. Так, а сейчас пойдемте вот туда. Сейчас поднимемся и посмотрим некоторые варианты решения вот этой вот задачки из прошлого ролика. Итак, еще раз. У нас есть молдинг. Ну вот он, вот этот молдинг. Вот он. Он шириной 45. Здесь проходит внизу отдельная линия стены, отдельно проходит маленькая тяга. И вот это вот расстояние без штукатурки везде, вот там, где нет штукатурки. То есть стенка раньше была, видимо, чуть ближе сюда. Но здесь минимум 55 миллиметров. На этой стене около 80 миллиметров. От стены до рваного края штукатурки. Там, где обрезано. То есть там вот так, около 80. А молдинг 45. Вот снизу идет вот эта маленькая тяжечка такая. Вот этот уровень, это уровень стены. Эту тяжечку мы будем ставить отдельно. Как на гипрок здесь, так и на штукатурку, которая вот там возле окна. То есть это отдельная тема. Вот этот молдинг. И очень удобным оказался вот этот кусочек. Вот этот родной молдинг. Вот. Вот оно. Видите? Угу. А местами это еще хуже. Местами еще вот так где-то получается. Угу. Естественно, очевидное решение. Взять вот и так вот просто вытянуть там штукатуркой туда, заштукатурить. Для начала. Просто заштукатурить вот это место плотно. А потом сюда то ли вытянуть на столе, то ли просто по месту вытянуть такой молдинг, да, и он здесь встанет, там будет штукатурка под ним. То есть этой щели вот этой не будет, вот этой пропасти здесь. Да, это решение очевидно. Как очевидно и то, что вот эта гипрочная стена, это старый потолок, и очевидно, что это разорвет там в ближайший год. Просто вот здесь где-то произойдет разрыв. Порвет этот молдинг моментально. Либо его порвет, либо вот это соединение порвет. Если мы привяжем потолок к гипроку. А я привязывать не хочу. Потому что я я хочу сделать добротное, чтобы это постояло какое-то время. И я предвижу просто вот это растрескивание, если мы плотно здесь свяжем. И поэтому есть два варианта. Либо крепить его только к потолку, либо крепить его только к стене. Крепить только к стене мы не можем, потому что у нас сверху будет щель непонятная, да, вот такого типа. Она будет даже миллиметровая, но все равно это будет заметно, скорее всего. Поэтому я вижу хорошим решением здесь крепить его вверх, но не крепить его к стене. То есть заштукатурить вот здесь, можно даже не полностью, не доходя вот до этой доски. Туда вон накрутить саморезов разнообразных, все это заштукатурить, потом сюда вытянуть на столе вот такой молдинг и приклеить его сюда, не прикасаясь к стене. Сюда можно положить любой вспененный материал, там, пускай миллиметровую пенку какую-нибудь, 1,5 миллиметра пенку, в область примыкания, где он примкнет. Можно даже ниже. Потом вот здесь пену эту
обрезать. Это закрасится. И трещины там не будет, потому что я развязал конструкцию и позволил этому всему немножко двигаться, немножко тусоваться, вот так вот. А если даже с этой пенкой, которая вот будет под ним, что-то там произойдет, где-то вырыв какой-то получится или еще что-нибудь, это всегда можно мазнуть для чем угодно, просто чем угодно мазнуть и все, не знаю, силиконом каким-нибудь, герметиком любым, там просто мазнуть и закрасить опять. Он легкий, он маленький, он будет прекрасно висеть на клею и на саморезах, прикрученные вот сюда вот вверх. И сможет совершать вот такое движение. И чуть-чуть пенка будет отыгрывать движение гипрока, вот такое, либо потолка. Вот такое у меня пока мнение. Был бы это новый гипрочный потолок на виброподвесах, была бы эта стенка на виброподвесах каких-нибудь, чтобы какая-то компенсация нагрузок существовала. А над нами крыша, там ветровые нагрузки по-любому какие-то существуют. Можно было бы не запариваться и просто его вогнать в угол. И как-то бы оно сработало. Но я вижу все-таки более целесообразным развязать эту конструкцию. Если вы думаете что-нибудь по этому поводу, скажите, дайте знать в комментариях. Я буду благодарен, естественно. Ну что же, сегодняшний день рабочий завершается. Я сделал за сегодня вот эту работу. Ну, удалил, что-то удалил. Провел мыслительную работу, нашел эти балки. Это очень важно, балки и двутавр. Еще нет понимания, что делать с этими, с новой дранкой, там, как оно, что пойдет, но уже какая-то подвижка есть. Вот в этом месте подвижка произошла. Это хорошо. Пойдем посмотрим, что там Саша наделала за сегодня. Так, Саша доделала вот эту правую сторону и сделала половинку вот здесь. Вот. И осталась еще половинка вот этого угла. Когда смотришь на это, типа, а что вы тут делали вообще? А оно так и было. Что вы тут делали? Что вы тут реставрируете, ребята? Вообще не пойму. Вроде как бы так и было. Вот. Так что вот такой у нас какой-то сегодня день, какой-то он вялый, а так интересно. Получилось довольно-таки неплохо, и что-то даже поделалось. Ну, идем вперед поступательно, потихонечку продвигаемся, шаг за шагом, шаг за шагом. Вот. Ну что, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всего доброго. До свидания.